В начале века не у каждого был сотовый телефон. Сейчас далеко не у всех есть домашний, а коммуникация с другими людьми стала настолько простой, что нет необходимости даже набирать номер. Порой с собеседником даже незачем прощаться, ведь он, так или иначе, остается на связи. Городской человек нашего времени нуждается в общении, даже если оно является чем-то вроде фона, как включенное во время еды видео. В нулевых поток информации из экрана был по большей части односторонним. Теперь обратная связь с источником или посредником стала обыденным явлением. Но неужели такое слово, как «одиночество», осталось при всех этих условиях неизменным? И есть ли у этого слова будущее, и даже настоящее? XXI век пронизан историями о том, как многочисленные пользователи сети растеряли на жизненном пути всех друзей, товарищей, а порой вовсе никогда их не имели. У всех них свое отношение к сложившейся ситуации. Кто-то всем доволен, кто-то решает эту проблему, а кто-то буквально кричит о помощи, потеряв любой контроль над ситуацией. Тем не менее, у них есть связь с обществом через интернет, и через него же люди часто и пополняют свой круг общения. Пару десятков лет назад ваш условный отец мог вернуться из командировки в другой город и оставить у себя лишь телефон товарища, с которым он завел дружбу. А сейчас он каждый вечер сидит в онлайн-игре про танки, поддерживая общение с целым кланом таких же отцов из разных уголков страны. И все они не только увлечены игрой. Многие все так же пьют вместе, делятся историями с работы, счастливыми событиями в семье, покупкой автомобиля в кредит по 4000% и все то, чем они бы занимались, находясь в одном дворе. Одиночество никогда не было главной проблемой всего человечества. Однако в любой момент может стать вашей личной. Приобретение временных товарищей и хороших друзей на расстоянии теперь обыденность. Пусть ваши родные никогда не прекратят твердить вам о том, что в интернете ни с кем и никогда нельзя вести даже простой диалог, что сеть создана для поиска информации по кулинарии и отправки электронных писем по работе, человечество стремится к своей социальной природе и не прекратит использовать все более удобные способы общения. Но глобальным изменениям подвержено и одиночество. У многих первые эмоции, что приходят на ум при упоминании одиночества, печаль и подавленность. Но неразрывно связано оно также и со страхом. Человеческие тревоги в эру цифровых технологий начали принимать самые причудливые формы и появляться там, где их обычно не ждут. Однажды, впервые запустив поиск игры в Overwatch, вы, скорее всего, попадете на пустую карту для разминки, пока подбор союзников и врагов не завершится. Многие привыкли к подобному решению. Кто-то, наоборот, отключил режим разминки для себя навсегда. Ничего примечательного, ничего странного. Когда Overwatch только выходил в свет, сообщество разделилось на тех, кто нарекал игру первой в своем роде, и на тех, кто видел перед собой переосмысление серии Team Fortress. Так или иначе, игра на какое-то время заслуженно приобрела статус популярной, новомодной, а главное свежей. И этого у новых поколений онлайн-шутеров не отнять. На примере Overwatch, Fortnite и Valorant можно легко отследить различные отличия геймдизайна и подходов к геймплею от их предшественников. С годами продукт стал более дружелюбным новичкам, стильным, коммерчески направленным и, что главное, социальным. Последний пункт как раз и не позволит упасть вам в бездну одиночества. Ваше внимание всегда к чему-то приковано. Остаться наедине с самим собой стало гораздо сложнее. Даже во время поиска матча вам предлагается ряд активностей. Все эти различия хорошо проглядываются в сравнении с большинством чуть более устаревших шутеров. И в последние годы люди все чаще стали замечать одну странную особенность своих любимых старых мультиплеерных игр. Пустые карты в них по-своему нагоняют тревогу. Когда-то вы веселились в нескончаемом виртуальном поединке, а сейчас царит тишина. Никто не тронет вас, никто не окликнет, никто не присоединится к серверу. И страннее всего ощущаются звуки на фоне, оставленные разработчиками.
Эмбиенты, призванные стимулировать активный реальный мир вокруг. Сирены, капли воды, рев автомобилей, разговоры прохожих за стеной. Есть мнение, что виной всему боязнь лиминальных пространств, что с 2020 года получили широкое распространение в массовой культуре как прекрасная тема для гнетущей атмосферы. Сама эстетика пустых мест, что по всем признакам должны быть наполнены людьми, стала горячо любимой в сердцах не только тех, кто ищет способы лишний раз расшевелить свои тревоги, но и людей, которым не хватает тишины и уединения. Кто-то считает все игры, написанные на Source, заведомо тревожными. Но нервирующие мультиплеерные карты – атрибут не только единственных Half-Life Deathmatch и Garry's Mod. Вы могли никогда не бывать здесь, но все равно происходящее кажется вам неправильным. Эти места попросту не предназначены для того, чтобы зайти в них в одиночку. В этом попросту нет никакого смысла. В работающем до сих пор пустом сервере старой игры нет смысла. Шаги поодаль, мелькающие объекты в углу экрана, чей-то голос. Все это пример классических рассказов людей, что уединяются на подобных картах достаточно долгое время. Но ввергает в тревожное состояние не только мысль о том, что на вас кто-то смотрит из-за угла. Появление в душе спокойствия и умиротворения или дискомфорта и страха от нахождения на пустом сервере старой мультиплеерной игры – прекрасный пример того, что чувство одиночества довольно необычное состояние для виртуального пространства. Место, призванное объединять пользователей сети интернет ради совместного отдыха и досуга, незаметно превращается в лабиринт психологического давления. Но все это не отталкивает, а привлекает людей. Пугающий эффект пустующих серверов уже стал точкой интереса для огромного количества людей. И, конечно же, феномен начал обрастать творчеством, рассказами о собственном опыте, крипипастами, видео, рисунками и даже играми по мотивам. Как водится, началось все с андеграунда. Изъезженная вдоль и поперек тема вдруг получила довольно свежий на тот момент взгляд. То, о чем человек думал и раньше, но никогда не мог сложить эти мысли в полноценную идею. Отсутствие игроков в сети часто придает карте и спокойствие, и в то же время дискомфорт. Подобным оперирует, например, No Players Online. Аутентично оформленное оружие, фоны, звук. Вы и вправду ощущаете себя на сервере давно закрытого проекта. Проблема для тех, кому просто было интересно взглянуть на игру, состояла только в одном. Она хочет тебя напугать. Не секрет, что жанр ужасов существует не просто так. Спрос на щекотание нервов существовал еще задолго до появления персональных компьютеров. Однако кино слишком короткий аттракцион, а художественная литература недостаточно пугающий. Оттого любовь человека как к шедеврам, например, серии Silent Hill, так и к посредственным любительским поделкам вроде игр про Слендермена, вполне оправдана. И, пожалуй, самой действенной и самой простой приправой к блюду хорроров является одиночество. Outlast, Амнезия, Анабиос Сон Разума. Перечислять видеоигры с главными героями, что остались наедине с самими собой, можно невероятно долго. Кто-то умело оперирует этим фактором, давая игроку передышки для снятия напряжения в виде живых NPC и диалогов с ними. Такой подход хорошо прослеживается в Dead Space. Геймдизайн остается на грани, поскольку видеозвонки не дают полного расслабления, но в определенной степени разряжают обстановку на короткий промежуток времени. Неплохо справляется и Resident Evil, где игрок может найти безопасные комнаты с возможностью сохраниться, оценить обстановку, не спеша залечить раны и спланировать дальнейшие действия. Чего нельзя сказать о менее удачном примере – Layers of Fear. Визуальная составляющая для инди-проекта поражала на момент выхода игры, но никаких толковых пауз между бесконечным сюрреализмом было не дождаться.
никакой надежды и оперирования элементом социальности, коммуникации с кем-то. Игрок словно читает гнетущую книгу, а когда чувство одиночества выходит из-под контроля, оно начинает наскучивать, выводить из себя, заставлять вас искать способы от него избавиться. Например, закрыть игру и пообщаться в социальных сетях или прогуляться с кем-то. Менее всего это заметно, если не проходить игру в одиночку, а посмотреть полное прохождение с чьими-то комментариями. Пик же удовольствия, как ни странно, легче всего получить от подобной игры при просмотре подходящего лично вам стримера, когда присутствует полный элемент обратной связи и общения. I don't fucking know what that is. Looks like something out of Amnesia. Чувство одиночества главного героя не покидает, но сами вы встраиваетесь в комфортную социальную среду, образуя для себя уют. Голых баб каких-то ищу, на звезды смотреть. Но не все так просто. Прямая трансляция хоррор-игры может затянуть головой. Совместное переживание схожих эмоций имеет свойство резонировать. Это работает по принципу заразительного смеха. Шутка была посредственной, но все улыбнулись. Затем один засмеялся, второй, третий. И вот хохот разносится по всему помещению. Теперь каждому поднимает настроение вовсе не первоначальный триггер, а смех других собравшихся. Порой сильнее всего удается испытать неподдельные эмоции с целым залом таких же, как ты. А иногда достаточно лишь пары друзей, чтобы почувствовать повышенную яркость соответствующего настроения. Сейчас это можно заметить через обилие реакций на различные трейлеры и тизеры. Некоторым людям бывает попросту недостаточно смотреть что-либо в одиночку. Random black man just staying there. Subscribe to me now, or else you will not get the blessing of this DLC. Но даже у этого эффекта есть свои рамки. Граница социального аспекта в хоррорах — это кооперативный режим. И чем больше людей проходит игру вместе, тем сильнее разрушается так называемая атмосфера. Никакого чувства уединения, никакого погружения в сюжет. Пример The Forest от End Night Games. Для многих то, что эта игра должна вызывать тревогу, ставит под сомнение уже одни только жанровые особенности. The Forest сосредоточен на выживании и строительстве в открытом мире. Пока человек сфокусирован на поиске важных предметов и строительстве базы, страхи уходят на второй план. Разум занят насущными делами. У вас слишком много забот, которыми надо заняться. Тревога может настигнуть только в тот момент, когда раздумывать больше будет не о чем. К примеру, во время доведенной до автоматизма рубки деревьев. Такие особенности геймплея слишком сильно выбивают из колеи любителей пощекотать нервы. Но что отталкивает от них, привлекает других. Мирное время и ощущение безопасности сменяются стрессом и чувством беззащитности при спуске в пещеры. Тогда-то и появляется острое желание включить на фоне телевизор, прямую трансляцию или подкаст. Почувствовать себя в социальной среде. Почувствовать, что ты не одинок. Затем прилив адреналина сменяется паузой, когда наступает время отстраивать базу и заниматься второй частью геймплея – выживанием. Проблемы с этим балансом стресса и отдыха наступают, когда вы решаете перейти в кооперативный режим. И здесь обратим внимание на другой хоррор, что можно опционально проходить в мультиплеере. Cry of Fear. Представим, что каждый из вас настроен на ту самую атмосферу, не скатываясь в нескончаемый режим надоедливого веселого клоуна. При таком раскладе монстры все так же смогут навести страх, но вот вдумчивое уединение вполне может пропасть из-за банальной социальной связи с вашим партнером по прохождению. То уединение, при котором никто не забирает часть внимания на себя одним только своим присутствием. I've always felt alone. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it. Ну-ка иди сюда. Подошел. В голову сейчас. Пам! Стоять! Наркотики, оружие есть? Есть, нет, ты чё, горилла? Ух ты. Красавчик, смотри, дай 5. Давай.
Нависшая тишина, внезапные шорохи, силуэты. Все тревожное, скорее всего, испарится. Со статической точки зрения, наслаждение видами, звуками и общим исполнением никуда не пропадут. Главное – подобрать подходящего человека. Но стоит найти компаньона не с вами на одной волне, и от игры останутся лишь совместные сражения и менеджмент общих ресурсов. Ты застрял в воде, что ли? А это довольно быстро наскучит, без должного разнообразия в спектре эмоций. Когда у людей есть другие темы для разговоров, они ходят по комнате взад-вперед, а не решают параллельно с разговором сложные вопросы. Так и с играми. А ты, это короткометражка или фильм? У меня есть подруга полторашка, а ты друг полнометра. Блять, ебаная полторашка нахуй. Если это Даша, то прошу прощения, да. А у меня своя полторашка была. Была? Да, была. Всплыла? Ну, я надеюсь, что да. Или всплыла? Кто-то же ее труп должен... Ой. Если вы не занимаетесь так называемой бездумной спинно-мозговой деятельностью, вроде рубки деревьев, рыбалки, добычи камня, то вам легче поставить игру на паузу или вовсе закрыть ее, нежели продолжать разделять ваше внимание на несколько задач. Бывают ли случаи, когда люди находят идеальную пару для прохождения атмосферных игр? Конечно. И это идеальный вариант, где нет места одиночеству, но есть столь желанное чувство уединения. Но о компаньонах мы поговорим чуть позже, а сейчас... Уединение бывает необходимым не только для выброса адреналина. Это может показаться контринтуитивным после примера с непрерывной атмосферой Layers of Fear, но в умелых руках усиление чувства одиночества может, наоборот, давать необходимую передышку. В Portal, например, обычные тестовые камеры периодически сменяются на мрачные закулисья. И если пустота стандартных помещений кажется вам сама собой разумеющейся, то области для техобслуживания способны привести в чувство и даже озадачить. Ведь именно здесь есть следы пребывания других людей. Именно эти места можно назвать покинутыми. Такие чувства и вызывают лиминальное пространство. Болтовня GLaDOS, постоянная мозговая деятельность над головоломками, милые, но опасные турели. Все заставляет ваш мозг работать. Даже учитывая полное отсутствие других людей в комплексе, вы не слишком-то погружены в это одиночество. Закулисье же словно толкает вас к тому, чтобы поразглядывать стены, покрутить банки в руках, повглядываться куда-то за вентиляционные решетки. Вы отдыхаете, несмотря на то, что отрезаны от основного действия. Во время пауз в безопасных комнатах Resident Evil вы заняты делом. В Portal все наоборот. Вас всю игру пичкают тем, что вы никогда не одни. За вами всегда наблюдает ваша милая и язвительная заноза в заднице. Но то, что ждет вас за пределами тестовых камер, освежает взгляд и разум. Вы начинаете все яснее давать себе отчет в том, что вы здесь не одни, и это дает передышку. Сильнее всего похожего эффекта удалось добиться в Firewatch. С самого начала игроку обозначают, почему главный герой решил бежать от всех проблем, мыслей и людей в такую глушь. Кажется, будто остаться один на один с рацией и коллегой по ту сторону радиолинии – это высшая форма изоляции от мира и общества, но потом связь на время прерывается. И это, пожалуй, самый морально сложный период. Некому рассказать об увиденном, выдать смешной комментарий или просто мнение. Вы не видите человека, но один только голос заменяет вам все, что только было на вашем чистом листе социальных связей, с которым вы прибыли на работу. И к концу игры вам придется узнать разницу между намеренным уединением и гнетущим одиночеством. И с приятным уединением отлично справляются игры наподобие Euro Truck Simulator. Неудивительно, что такие продукты никогда не исчезают из лидеров продаж.
Определенные симуляторы фермера, уборщика, фэнтезийного торговца не позволяют вам полностью остаться наедине со своими мыслями. Многочисленные сложные механики заставляют постоянно задумываться над геймплеем, а удовольствие, получаемое от выполненных задач, стимулирует желание потрудиться по новому кругу или углубиться в изучение остального контента. Другой тип игр, имитирующих работу людей и механизмов, делает упор на более неспешных, затяжных задачах. Microsoft Flight Simulator и Euro Truck Simulator сосредотачивают весь трудный к усвоению микроконтроль над ситуацией лишь в определенных моментах, а между сложным началом игровой сессии и напряженным окончанием происходит незамысловатое управление транспортным средством, сводящееся до созерцания успокаивающих видов и прослушивания любимой музыки. Одним из главных критериев таких игр становится так называемая медитативность. Для разных людей она своя. Рыбалка и охота для тех, кто любит неспешно испытывать свою внимательность. Управление грузовым автомобилем, поездом или самолетом для ценителей идеальной аккуратности. Сборка автомобиля по деталям и чистка помещений для перфекционистов. Все это очень хорошо отвлекает. В конце концов, отстранение от проблемы нежелательного общения – одна из причин всеобщей любви к видеоиграм. Но почему нам не становится плохо от столь гнетущей атмосферы, чуть ли не направленной на иллюстрацию одиночества? Вы не всегда встретите в симуляторах даже NPC. Отчасти мы уже ответили на этот вопрос. Все-таки зачастую человек сам бежит в подобные игры, скрываясь от жизненных проблем. Но также геймплей не позволяет задумываться слишком глубоко о том, что в данный момент вы отрезаны от социальных связей. Пример Return of the Obra Dinn. На корабле нет никого, кроме вас. Все пассажиры судна мертвы. А вы изо всех сил размышляете над тем, при каких обстоятельствах умер каждый из них. Ищите зацепки, вглядываетесь в детали, высматриваете такие логические цепочки, что Эркюль Пуаро лично бы снял перед вами шляпу. Вам не о чем печалиться, у вас нет времени думать о чем-то еще. Пока игрок увлечен планированием маршрутов, поиском ресурсов, элементами выживания, отвлеченным негативным мыслям, гораздо труднее захватить контроль. Но здесь и заключается загвоздка. Что делать, если все это начинает надоедать? И снова мы возвращаемся к такой переменной, как передышка в игровом процессе. Но на этот раз добавим чрезвычайно важный элемент. Уют. Уют, создаваемый на контрасте с враждебной окружающей средой, это один из замечательных источников удовольствия, что качественный геймдизайн может вам предоставить. Питание, сон, комфорт и безопасность, стабильность, наличие крова. Именно их принято считать за первые две фундаментальные ступени пирамиды потребностей. Хорошая правильная передышка в игре способна подарить чувство, словно эти пункты действительно только что были удовлетворены. Hello, what's this? Человек способен на сопереживание. Порой получается даже вжиться в роль ненадолго и почувствовать все то, что испытывает персонаж книги, фильма или игры. Таким образом, мы способны забыть на время о своей собственной жизни и мысленно перенестись на место главного героя, задумавшись, а как бы я поступил в этой ситуации? Что бы я чувствовал? Но намеренно поднятая тема одиночества как главного страха может зайти не туда, если не так умело ей управлять. Сома заслуженно собрала массу положительных отзывов о себе, но оставила ни с чем тех, кто хотя бы раз задумывался до этого о том, каким неправильным может стать технология клонирования и потеря себя как личности. Это лишь усугубляется непониманием героем того, что его на самом деле ждет в конце путешествия. Сома действительно стала игрой примерно на уровне шедевра для жанра инди, в особенности людям, для которых перечисленные темы стали откровением. Когда человек впервые сталкивается с идеями цифрового бессмертия, это по-настоящему пугает до глубины души. Но не стоит списывать со счетов и тех, у кого позиции по подобным вопросам уже устоялись.
Неоднозначные выборы и загадки, построенные на моральных дилеммах, теряют весь свой шарм и необычность. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if he didn't need to wake up? You do that? Внушающие страх мысли теряют глубину. Сома великолепно передает атмосферу одиночества и безысходности, но один неудачный диалог, и игрок может начать оспаривать и критиковать действия главного героя. Идеи, до которых дойдут персонажи, могут быть восприняты как глупость и недалекость, а раздражение не то, что пойдет на пользу атмосферности и, следовательно, задуманному дизайнерами гнетущему одиночеству. Однако стоит понимать, такие проекты рассчитаны на широкий круг потребителей. Брать в расчет всех бывает просто невозможно. И это еще раз подчеркивает, что одиночество для всех разное. И страх этот посещает человека не всегда. По словам некоторых, им даже комфортнее жить в городских условиях, оставаясь во внешнем социальном круге из одних лишь знакомых. Безусловно, в наши дни полезно побыть в уединении. Слишком много льется в уши и глаза потоков информации, которые, к тому же, обожают противоречить друг другу. И далеко не во всех случаях полное отстранение приводит к положительным последствиям. Крупные проекты вроде Death Stranding обычно затрагивают эту тему не слишком глубоко, поскольку, несмотря на свое позиционирование как продукт не для всех, все равно рассчитаны на массовую аудиторию. Игра от Kojima Productions подходит к подаче мысли об отказе от одиночества и восстановлению социальных связей словно сложный, но еще голливудский блокбастер. Нелюдимый главный герой Сэм не отказывается от своих взглядов полностью, как истинный герой американского вестерна. Hold on. Stop. Listen to me. America needs you. Both of you. Yeah, covering the world in cable didn't bring an end to war and suffering. Don't act surprised when it all comes apart if you try to do it again. Round and round it goes. Connect, reconnect, it's not that simple. Однако проделанный путь заставит его и игрока поменять свое мнение насчет окружающих и своего места среди людей. Что касается небольших инди-проектов, обычно они не стремятся сглаживать углы. I choose the stone Daddy threw at me once. Interesting choice. Yeah, I call him Stony. Because he's a stone, get it? The Cat Lady не просто показывает, почему от одиночества стоит отказаться. Игра буквально проводит за руку через весь неприятный, печальный и гнетущий путь человека, не желающего больше ничего в этом мире. Because earlier tonight I swallowed a whole bunch of pills. Потому что, накручивая тревожные мысли, можно не заметить, как собственный разум становится врагом. But I've taken 34 of them, all I could find in the cupboard. And now the room around me spins in a blurry tango as my heart slows down. Только один игрок своими действиями и решениями способен разобраться в себе и ответить, почему всем нам бывает необходима помощь и поддержка. Или хотя бы кто-то рядом. Any second now, I will be dead. I feel calm. I'm ready for it. Ведь даже простой совет или возможность выговориться могут изменить судьбу человека к лучшему. Все мы любим шутить про одиночество, отсутствие друзей и иронизировать над невзгодами. Только не во всех случаях юмор может вытащить человека из бездны. В визуальных новеллах игрок всегда ведет с кем-то разговор. В VA11 Hall A это посетители бара, босс, домашняя кошка. Но как и в жизни, вы можете быть с людьми большую часть дня и все равно ощущать одиночество и хрупкость социальных связей. На определенный процент давит даже чувство того, что все те, с кем сейчас хорошо, в любой момент могут исчезнуть из их жизни. Охладеют чувства, разойдутся интересы, станет скучно. Но никто не обязан проводить жизнь в изоляции, справляться с проблемами в одиночку. Valhalla ставит на первое место именно значимость друзей, поддержки и доверия.
словно предлагая проводить параллели с вашими знакомыми из реальной жизни, подталкивая на то, чтобы пересмотреть некоторые взаимоотношения и рамки открытости перед другими людьми. Все посетители имеют свои проблемы и переживания. Даже бармен, за которого мы играем, проходит через не самые приятные события в ее жизни. И на решение многих из них можно направить одним лишь простым общением. К сожалению, из необходимого отдыха одиночество плавно перетекает в проблему, если ситуацию никак не контролировать. Уже только то, что возникнуть это чувство может по множеству разных причин, порой никак не зависящих от нашего желания. И онлайн-игры могут помогать людям как позитивными, так и не самыми правильными способами. Крупные патчи, аддоны, тизеры, ивенты. Когда у вас есть любимая многопользовательская игра, вы не можете отрицать, что это забирает хотя бы небольшую часть ваших мыслей. Ожидание желанного контента может показаться крайне незначительной вещью на фоне прочих дел, которыми должен заниматься современный человек. Мы привыкли воспринимать подобные события в сухом виде, как они есть на самом деле. Частью коммерции, удержанием аудитории, прямым источником дохода для компании. Но есть у этого всего и понятные не каждому стороны. Для человека, у которого одиночество настоящая проблема, релиз свежего обновления порой становится рукой помощи из ямы негативных размышлений. Чем меньше у вас социальных связей, тем меньше поводов думать о том, как их поддерживать. С кем бы вам хотелось прогуляться на выходных, кому вы забыли позвонить, кому нужно срочно помочь, а с кем и как есть непреодолимое желание познакомиться гораздо поближе. Убрать все взаимодействие с другими людьми и пустое пространство могут раньше всех занять плохие мысли. Потому что, как минимум поначалу, вся ваша жизнь может показаться пустой. И тогда только включенный на фоне телевизор поможет вам смягчить это ощущение. Другое дело, когда все это пространство внезапно заполняется чем-то долгожданным, например, воодушевляющим синематик-трейлером, целиком направленным на побуждение зайти в игру, ощутить то же самое, что пережили герои в ролике. Тем более, если продукт предлагает вам возможность общения, взаимодействия с другими людьми или получения столь необходимого признания. По этой причине, например, полностью провалился кинематографический ролик к запуску 13-го сезона Лиги Легенд. Death? No. Nothing that simple. The best part of me will live on, in the scars I leave behind. Моба, где вся суть в борьбе с противоположной командой, защите своих объектов и разрушении вражеских, была представлена как плавный полет бабочек над лесом и рекой. I can. That's it! No way! No! No way this is their season 2023 cinematic! Bro, there's nothing cool about it. It was literally the fucking map! This is what they got. Instead of a huge epic fight scene, they got a pre-rendered cutscene, a pre-rendered 3D model of the Summoner's Rift, and then just a camera panning through it. That's what they got. That's all they got. Wait, I thought it's like getting started. Bro. I was like, where is the punchline, you know? Like, where is the fight, you know? Yo, what is that was the cinematic, man? No way, bro. What the fuck is this? There's literally no storyline or nothing. Nothing that simple. The best part of me will live on, in the scars I leave behind. Подобная реклама динамичных онлайн-игр должна заряжать духом соперничества, показывать социальную составляющую, персонажей, или прививать четкую цель взобраться по ранговой системе как можно выше, что отчаявшихся игроков с недостатком общения может привлечь чуть ли не по щелчку пальцев. Ожидание релиза проекта или внутриигрового события может иметь сильнейший успокаивающий эффект для одинокого человека, по большей части из-за отвлечения внимания. И когда разделить предвкушение грядущего не с кем, на помощь снова приходит интернет.
вне русскоязычного сегмента YouTube уже очень давно процветает жанр реакций на тизер-трейлеры. Целые каналы посвящены обзорам не игр как таковых, а именно эмоциям от первого просмотра замысловатого рекламного ролика. Особой популярностью пользуются реакции на дорогостоящие синематики и музыкальные композиции. То, от чего потенциальный игрок получит наибольшее наслаждение при просмотре. То, чем обычно принято делиться с друзьями. Когда вы вместе проводите вечера в онлайн-игре, часть вашего общения так или иначе затрагивает темы патчноутов, кинематографических роликов, объявлений и планов развития проекта. И если обсудить не с кем, на помощь приходят многочисленные впечатлительные стримеры и блогеры, которые явно не будут против такого легкого заработка. Чересчур наигранные крики и хохот даже стали стереотипичным атрибутом инфлюенсеров. Но не во всех случаях это обязательно плохое явление. Еще 10 лет назад можно было бы назвать донат с просьбой посмотреть всем вместе анонс дополнения к видеоигре противоестественным. Неправильным. Но мир не стоит на месте, и все чаще появляются люди, предпочитающие проводить время и справляться с недостатком общения подобным образом. Тем более, что в век информационных технологий этого общения требуется гораздо больше, чем раньше. Сервера современных популярных шутеров и моба-игр не опустеют так же, как опустели сервера их предшественников. Матчмейкинг больше не позволит вам испытать ощущение запустения и не оставит вас без полного набора противников и союзников. Но от чувства одиночества это, как ни странно, не спасет. По задумке, когда люди начинают массово покидать игру, единственным отличием для остальных станет лишь увеличившееся время на подбор игроков в игровую сессию. Но на практике неприятный осадок. И это будет послевкусие после пропавшего ощущения причастности к социуму. Сильнее всего выделяются события на уровне запуска MMORPG. Поток игроков, объединенных схожими интересами и эмоциями, движется в одном направлении – развитии своих персонажей, кланов и гильдий. Поток, поддерживаемый всеобщим ажиотажем и крупным инфоповодом. Такие моменты позволяют почувствовать себя частью чего-то большего. Кто-то уже грезит тем, как через несколько лет сможет сказать «Я был там, я видел это и принимал непосредственное участие». Но когда пользователи покидают проект, это рушит всю магию. Заставляет почувствовать одиночество и искать новые варианты, где игрок снова станет частью огромного сообщества. Сложнее приходится тем, у кого нет альтернатив. Из одной королевской битвы можно перейти в другую. Всегда существуют варианты уйти из одной мобы и опробовать похожую. Но иногда из истории уходит не игра, а жанр. Так произошло со стратегиями в реальном времени, когда с годами аудитория начала все сильнее уменьшаться, а достойные внимания проекты перестали разрабатываться. Сложнее судьба только у арена-шутеров. Видеоигровой рынок развивается стремительно, и нет ничего удивительного в том, что массовый пользователь значительно снизил порог вхождения в сложные для освоения жанры, и в том числе в киберспорт. 3, 2, 1. Fight. Нет никакого смысла беспробудно учиться невероятным тонкостям игры, чтобы превратить свое восприятие происходящего в сложную динамичную шахматную доску, когда есть гораздо более понятные обывателю, зрелищные и впечатляющие проекты с большой аудиторией, призовыми фондами и общественным вниманием. И что будет с людьми, оставшимися верными своей игре, в которую попросту не приходят новички, остается только гадать. Получат ли они признание и останутся в истории как лучшие из лучших в киберспорте, или будут забыты за новыми, все более яркими шутерами и все сильнее раскрученными молодыми звездами. — 10 февраля 2015 года состоялся релиз Evolve от Turtle Rock Studios. 5 игроков, из которых 4 команда охотников, а последний оставшийся монстр, на которого и объявлена охота. На Evolve возлагали огромные надежды, учитывая то, что компания уже выпустила в свое время хит со схожим геймплеем Left 4 Dead. Ожидания не оправдались.
До уровня культового мультиплеерного шутера «Зомби» Evolve не дотянул. После тяжелого пути и нескольких попыток реанимации проекта он закрылся. Потенциал был огромным, но вот его реализация была слабой. Люди очень полюбили уникальную идею, но почти 4 года низкого онлайна погубили Evolve. Да он уже в другом месте. Да там он. Сбросил меня с вино. Вообще. Вылезайте. Игра приносила крайне много эмоций тем, кто заходил в нее с друзьями. Почти сожрало растение. Здесь должна быть музыка из Бенни Хилла. Надо наложить, Миш, на стриме будет. Наложить на стриме? Вот сейчас бы на стриме наложить. Но слишком большие недочеты и белые пятна геймплея, а также огромные проблемы с ранговой системой, отторгали даже самых заинтересованных. 3 сентября 2018 года Evolve исчез из поиска Steam, а сервера были навсегда отключены. И несмотря на полную смерть проекта, у него есть онлайн. This is the greatest team of hunters ever assembled. Только представьте, вы возлагаете на проект большие надежды, готовы посвящать ему время, а он прекращает существовать. Разработку не замораживают, а завершают. Но если и этого мало, чтобы искоренить вашу надежду на светлое будущее игры, то последним гвоздем в крышку гроба станет отключение серверов. Простыми словами, вы не сможете даже в нее зайти. Казалось бы, самое время для ощущения пустоты. Больше никакой причастности к социальной группе. Никаких надежд, никаких ожиданий. Но не для всех закрытие означает конец. Жирную точку — это точно, но не конец. Есть в этом мире люди, предпочитающие исследовать свои идеи. Так никому не нужные руины Evolve вдруг стали памятником. По сей день вы можете найти небольшие комьюнити, поддерживающие игру. Умельцы нашли способ заходить в нее прямо через Steam. И сейчас, пока вы слушаете эти слова, кто-то играет в Evolve, не зарабатывает награды, не повышает уровень аккаунта, а просто играет. Получает удовольствие от матчей с единомышленниками. Нет ранговой системы, нет прогресса, нет и никогда не будет нового контента. На протяжении всех этих лет люди просто иногда заходят расслабиться. Согласитесь, не очень тянет на одиночество. Игра мертва, разработка мертва, будущего нет, а сообщество есть. Другой пример – Paragon. Если вы никогда не слышали об этом детище Epic Games, неудивительно, ведь полноценный релиз так и не состоялся. Моба вроде Лиги Легенд, Доты, Хатса, но от третьего лица и с достаточно неплохим визуальным исполнением. На дворе 2016 год, геймдев ищет свежие идеи, а Unreal Engine 4 творит чудеса. Закрытие проекта прошло более гладко, чем у Turtle Rock Studios, но фанатская база с этим не смирилась. Epic Games оставили игрокам простор для воображения и творчества, разрешив пользоваться всеми наработками Парагона, что уже были проделаны с 2018 года. И такая ставка действительно сыграла. Стоит отдать должное комьюнити, но за несколько лет фанаты смогли произвести на свет немалое количество разношерстных клонов любимой моба от третьего лица. Кто-то был гораздо успешнее других, кто-то менее. Особое внимание приковали к себе Predecessor и Overprime. Первая даже вернулась в список раннего доступа на той же платформе Epic Games. Звучит, конечно, мило и радужно. Некоторые люди действительно объединяются, когда настает момент угасания их любимой игры. Но давайте будем честны, как долго это продлится? Сколько еще лет проживет Evolve? Ответ, пожалуй, будет ждать нас, когда состарятся и потеряют интерес последние держатели кастомных серверов. Рано или поздно те, кто когда-то лично видел расцвет игры, скажем мягко, перестанут в нее заходить. Ностальгия и необходимое кому-то чувство причастности выветрятся. В тот момент другой зритель посмотрит видео о том, какая интересная ретро-игра когда-то существовала. Быть может, сообщество любителей веб-археологии будут тащиться о забытом всеми кооперативном шутере.
И тогда, может быть, Evolve обретет бессмертие в качестве эдакого экспоната ретро-гейминга. Однако будут ли вспоминать вообще? Слишком много выходит игр просто-напросто лучше закрывшихся предшественников. Потенциал может быть сколь угодно велик, но слабая поддержка и плохие решения по развитию могут сгубить любой проект. Это чуть не произошло с Overwatch, что вообще остался без какого-либо контента на годы. Другим же повезло меньше. Для Heroes of the Storm, например, не выйдет больше ни одного обновления. Игра официально мертва. И с тех пор, как для Хатса вышел последний патч, про него больше никто не вспоминает. Люди либо ушли в другие мобы, что затянули их с головой, либо бросили жанр насовсем. Оба варианта приводят нас к одному – забвению. Никто не ностальгирует по Heroes of the Storm. Изначально задумкой проекта была направленность исключительно на отдых и веселье, до тех пор, пока не начались серьезные траты на никому не нужный киберспорт. Без должной поддержки и внимания со стороны компании неплохой нишевый проект свернулся, а желание играть в мобу без будущего ни у кого не возникло. Вы, возможно, удивитесь, но в HOTS продолжают играть. Причем даже подбор игроков происходит достаточно быстро. Резонно появляется вопрос, как так получилось? Какой смысл играть в мертвый проект? Не одиноко ли людям до сих пор заходить в Heroes of the Storm? StarCraft, like the Heroes of the Storm, bro, at least people are like, there are people that come around and they say Heroes of the Storm wasn't that bad nowadays, right? Like there are, like, I mean, yeah, look, there's somebody in chat. Heroes of the Storm is a good game, man. It is. It's still great. HOTS is amazing. Yeah, people, look at all these people saying it's good. Ответ можно углядеть в том же матчмейкинге. Во время загрузки можно узнать уровни противников и союзников. И обычно эти уровни разнятся от 20 до 2000. Дело в том, что огромной разницы вы не увидите. HOTS изначально сделан так, чтобы люди веселились. Игрок 200 левела может вполне переиграть игрока 3000, если будет настроен серьезно. Никто не ставит Heroes of the Storm для себя как основу всего досуга. У игры больше нет активной фан-базы, и тем не менее она сплачивает людей. Закрывшаяся моба без будущего побуждает зайти в нее именно с друзьями. Не залететь ежедневно в соло ради боевого пропуска, ивентов, календаря наград и прочих инструментов удержания аудитории, а ради того, чтобы провести вместе с кем-то время. Раньше вы могли бы вместо этого прогуляться или посидеть где-то вместе, но сейчас что-то мешает, например, график работы или расстояние. А под поздний вечер иногда нужно с кем-то встретиться и поболтать. Тогда игры и помогают преодолеть эти барьеры и справиться с чувством одиночества. Есть такое выражение «строить свою жизнь». И в этом контексте ее действительно можно сравнить с домом. Пока мы еще молоды, мы живем по правилам своих родителей. Они решают за нас проблемы, выбирают, какие наши увлечения поддерживать, в какую сторону развиваться, в чем ограничивать. Но постепенно нам самим нужно строить свою жизнь, словно дом. Теперь мы не ощущаем безопасную крышу над головой, а должны двигаться вперед, искать свое место в жизни. Строить свой дом. Начинается этот процесс с фундамента. Первыми опорами обычно служат отец, мать, бабушка с дедушкой, лучшие друзья, любимые домашние животные. Все, что вас поддерживает, составляет этот лес из свай, на которых вы стоите. Но все они не так уж долговечны. За многими нужен уход и внимание, другие могут пропасть в мгновение ока без возможности что-то с этим сделать. Чем больше вы одиноки, тем меньше в вашей жизни этого фундамента. Меньше того, на что можно опереться, на кого можно положиться, чтобы поддерживала вас в трудную минуту и скрасила досуг. Чем меньше у дома опор, тем хуже его положение. Опорами, кстати, могут быть не только люди, но об этом чуть позже. Человек снова и снова будет искать способы поддерживать надежность конструкции. Например, во избежание одиночества пользователь сети ищет сообщество. И раз мы взяли за тему видеоигры, вспомним о кланах, гильдиях, клубах.
Определенный процент тех, кто проводит время в MMORPG и сессионных мультиплеерных играх, заполняет фундамент своего дома продуктом, поддерживаемым целой корпорацией, то есть довольно надежной системой. Мелкая ссора, тяжелая болезнь, расхождение во мнениях. Игра не живой человек. Игра не исчезнет из вашей жизни по щелчку пальцев. Только сам искатель приключений может покинуть ее по своей воле. Исключая редкие непредвиденные обстоятельства, когда даже целая компания дает сбой. Бытует мнение, что в ММО вроде World of Warcraft играют только те, у кого чего-то не хватает в жизни. И пусть ничего не стоит возводить в абсолют, доля правды в этом есть. Часть людей действительно делают свои опоры игровые сообщества и сами мультиплеерные игры. Интересно еще, что даже из одиночных человек умудряется создать себе надежную опору, присоединяясь к комьюнити таких же фанатов. В ультимативных проявлениях человек пишет про объект обожания статьи, создает обзоры, рецензии, формируя из опоры полноценный фундамент, порой даже финансовый. Вы же не скажете стримеру, обозревателю, редактору, что игры не часть их жизни. Еще какая часть? Поверхностный взгляд на игру лично для меня показался неуважительным. Он делает контент для фанатов этой игры и так наплевательски к ней относится. Фанаты свитков, вас самих это не оскорбляет? И Куплинов такой смеется над Скайримом, а им не смешно, потому что для них Скайрим — это жизнь, а Куплинов просто ходит по городу и смеется. Почему ты смеешься, Куплинов? Что смешного? Может, для кого-то серия Тест маленький эпизод, но есть люди, для которых она нечто большее. И кого-то может по-настоящему обидеть то, что человек, не разбирающийся в каком-либо вопросе, начинает лезть в него и устраивать полный хаос. Но более распространенные приземленные явления, когда человек ищет просто общение, социальных взаимодействий и эмоций. Здесь важно понимать, практически никто не начинает играть в ММО, исходя из мысли «мне одиноко, найду там новых друзей». Из подобных намеренных мотивов скорее выделяется распространенное среди молодых девушек и мальчиков «я хочу больше внимания к своей персоне». Рассуждать о правильности подобных помыслов мы не станем, но обратим внимание, что человек как раз и восполняет недостающие в жизни элементы. Копнем чуть глубже. Еще в нулевых, десятых ходила распространенная насмешка в стиле «школота вон из игры». Блять, я второй! Манда глупая! Те же Lineage 2 и World of Warcraft были заполнены подростками и детьми. Итак, спасибо за внимание. Внимание, это была шутка. Конечно же, я продолжаю играть, несмотря на то, что я погиб. Ныне вы скорее встретите клан, гильдию вообще без несовершеннолетних. Порой составы специально отбираются из искателей приключений 30-35 плюс лет. И оно неудивительно. У младших поколений сейчас есть смартфоны, мессенджеры, более затягивающие сессионные игры и прочие быстрые углеводы для клипового мышления. Я пусть нормальный. Сука. Нет, похуй. Там, кстати, какой-то чел написал даже целое руководство, как починить Дорету, блядь. Я не буду читать его, потому что это какой-то очередной кринж. А вот старшим с каждым годом все тяжелее находить опоры. Например, в виде тех же товарищей. Люди недолговечны, как и огонь в их глазах. Со временем основным фундаментом снова становится семья и пара друзей. К ним теперь присоединяются любимые хобби. И если одна из переменных отсутствует, появляется срочная нужда заполнить пустое пространство. Вакуум из-за отсутствия близких людей в качестве семьи достаточно очевидно выражается в чувстве одиночества. Когда пропадает частая связь с настолько близкими и родными, как мать и отец, человек ставит целью как можно скорее найти себе вторую половинку, дабы создать новую семью с настолько же близким человеком или даже с людьми, если мы говорим о продолжении рода. Если из уравнения пропадают друзья, в большинстве случаев мы снова говорим о пожирающем чувстве одиночества. Эти две неизвестных, А и Б, как вы уже наверняка поняли, довольно легко заменить онлайн-играми. Знакомые, товарищи, друзья, их в 21 веке не так уж и сложно найти через интернет. Достаточно определить точки соприкосновения.
Вы можете начать общение с людьми по более полезным темам, например, вступить в сообщество художников-любителей, чтобы повышать свои навыки. Но игры проще и веселее. Потому гораздо легче найти тиммейтов Call of Duty, напарников Terraria, соучастников Payday. Кто-то называет это ненастоящим и нездоровым общением, утверждая, что живой разговор интернетом не заменить. Другие настаивают на том, что получают такой же объем эмоций и социальных взаимодействий, как если бы устроили посиделки офлайн. И те отчасти правы. Осталось последнее, неизвестное в уравнении нормального состояния взрослого человека. И что же случится, если вычеркнуть пункт про хобби? На самом деле стоит уточнить, что слово это упомянуто не в узком ключе. Речь идет не обязательно о коллекционировании фантиков, рисовании, покраске миниатюр, собирании корабликов в бутылке. Последний пункт – это обобщенная самоактуализация. Уважение, личные достижения. Возможно, это работа, что нравится всем сердцем и которой есть желание отдавать в свободное время. Возможно, приятное обучение, что в перспективе может сменить основной род деятельности и найти работу мечты. Возможно, даже кропотливая, приносящая положительные эмоции, работа над собой. Многие недооценивают походы в спортзал и пробежки по утрам. На самом деле, любой достаточный труд над собой способен удовлетворять потребность в самоактуализации. И не обязательно в плане внешнего вида и здоровья. Постепенная тренировка риторики, например, способна приносить не меньше удовольствия от успехов в ней. Так или иначе, это обобщенное слово «хобби» в виде творчества и досуга может отсутствовать по тем или иным причинам. Если простыми словами, то многие просто не могут найти свое место в жизни и то, через что можно самореализоваться. И позвольте сказать громкие для этого видео слова, но удаляя этот пункт, человек также ощутит именно одиночество. Имея семью и друзей, можно все так же чувствовать, будто вы один в этом мире. Тот самый вакуум на месте недостающей переменной в уравнении будет постепенно съедать вас живьем. Почему же при отсутствии самореализации, увлечений и прочего приятного досуга большинству людей свойственно ощущать одиночество? Возьмем наилучший вариант, когда все остальные пункты в порядке. Дома вторая половинка, возможно ребенок, есть хорошие друзья, прочная крыша над головой, интернет и телевизор, чтобы было зачем отдыхать после работы. Что дальше? Жизнь из долга перед начальством, долга перед семьей и периодических встреч с друзьями. Люди любят называть такие периоды, как «моя жизнь пуста» и «я живу на нелюбимой работе, а дома один быт». Внутри увеличивается та самая дыра, в которую обрушиваются одна за другой положительные эмоции. Вы можете сколь угодно много общаться с близкими и встречаться в баре с друзьями, но всепоглощающая скука и нереализованность не отпустят. Юмор, разговоры по душам, обсуждение насущных проблем – это как раз то, почему то самое уравнение не равняется нулю. То, почему в нем нет умножения. Все эти элементы и некоторые другие вас безусловно поддержат. Никакого одиночества при нахождении с товарищами и родными вы уже не почувствуете в полной мере. Но на выходе окажется раздражение, неудовлетворенность собой, печаль, слишком сильная ностальгия и прочие варианты в зависимости от того, как сложилась ваша жизнь. Ведь, скажем честно, А плюс Б плюс С – это крайне облегченная схема. И благополучие не настолько легкодостижимая вещь. Углубляться в это можно еще очень долго, но интересует нас все же именно отражение этого вакуума одиночества в видеоиграх. Сообщества в MMORPG и смена поколений в них были упомянуты не просто так. Человек более взрослый в наши дни может не иметь друзей, людей, которых хотел бы назвать семьей, или чего-то в виде досуга. Нет пары? Нужно как-то отдыхать от работы и друзей. Нет хороших знакомых? Нужно где-то провести время. Нет увлечений? Скучно. Won't something exciting happen here? I am bored. На все три вопроса следует ответ – скука. Чем-то хочется заняться, отвлечься, перестать думать о плохом, сменить род деятельности, словно пожить другой жизнью. Ну вы поняли. Игры. Чуть ранее мы это уже рассмотрели, но теперь выводы имеют под собой чуть более крепкую и понятную основу.
Повторю, практически никто не начинает играть в ММО, исходя из мысли «мне одиноко, найду там новых друзей». Потому что все это скрывается под более простым словом – скучно. Имея другие опоры в жизни, человек не получит одиночество в своем чистом виде. Мысль «я должен найти себе друзей хотя бы в онлайн-игре» посетит разум только если значение функции будет критически низким. При вступлении же в сообщество появится не только долгожданный отдых от ощущения причастности к социуму, но и со временем досуг. Досуг в постоянных совместных квестах, осадах, фарме, прочих обязанностях. Иногда это может даже превратиться в рутину. Про таких неоднозначно говорят, как на вторую работу пришел. Неоднозначно потому, что так действительно можно пренебрежительно унизить игрока перед своей персоной. Показать, что ты гораздо успешнее и не готов тратить столько сил и времени на игру. Но в то же время оппонент сам выбрал этот путь. У него есть достаточно свободных часов в неделю, и ему приносит какое-никакое, но удовольствие нахождение в своем положении. Насколько он прав, судите для себя сами. Подобным образом люди и находят себе новую опору – компанию в онлайн-игре. Вместе обсуждают виртуальные дела их клана, реальную жизнь, трудности на работе, семейный быт, учебу, хобби, политику. Разные люди чувствуют разную нужду в том, чтобы показывать перед всеми свои внутриигровые достижения, блистать эксклюзивным контентом, внешним видом, заниматься общим благосостоянием клана, делиться ожиданиями новых обновлений. Каждый восполняет, чего ему не хватает, или просто делает то, что приносит удовольствие. Но во многих подобных сообществах найдется человек или даже несколько, что не принимает никакого участия в общении и совместных активностях, но находится в игре. Человек, что прокачивает персонажа, занимается ремеслами, проводит свободное время в мультиплеере, но не пересекается с остальными. Казалось бы, почему не пойти в более проработанные одиночные проекты? Какой смысл играть через глобальную сеть, если не взаимодействуешь с другими? Кто такой игрок-одиночка внутри клана? В основной массе их можно разделить на две группы – уставшие и растущие. Первая группа более склонна к тому, чтобы покинуть игру. Это те самые искатели приключений, что вдоволь испробовали все интересовавшие их активности и получили столько социальных взаимодействий, сколько хотели и смогли. Такому человеку нужен либо отдых перед тем, как вновь ворваться в полюбившуюся игру, либо плавно искать замену этой опоре. Не зря игроки в ММО часто имеют за плечами пару-тройку других массово-мультиплеерных проектов. Другой тип растущие получает удовольствие от медленного созидательного потребления всего, что предлагает игра. Такие уходят в своеобразную изоляцию, проводя время за фармом, ремеслами, ивентами, независимо от других. Обусловлено это разницей в потребностях. Растущий игрок желает показать себя достаточно независимым и начать участвовать во внутриклановых событиях с быстрого старта. Пропустить этап новичка, чтобы не волноваться о том, как сильно он подводит других незнанием игры и слабо прокачанным персонажем. В определенных случаях это исходит из личных проблем с социализацией и общей закомплексованностью, что ММО может в человеке со временем исправить. Повысить общительность, решительность, развить минимальные разговорные навыки, как можно и как нельзя себя вести в общении с теми или иными характерами человека. Однако ставить клеймо несоциализованности на эту группу также нельзя, поскольку в нее входят и просто интроверты. Вопреки заблуждениям, интровертам также необходимо иметь кого-то рядом, и модель поведения одиночки внутри клана гильдии может полностью удовлетворить такие потребности. Ведь в игре ты все так же можешь поддерживать делом, а не только словом. Тебя будут любить и ценить и без чрезмерной общительности. Объединяет всех перечисленных игроков-одиночек намеренное уединение. Не пустота внутри в виде одиночества, а вполне себе комфортная атмосфера спокойствия. Когда-нибудь выходили из кинотеатра с чувством опустошения внутри? Сейчас такие фильмы редкость. Часто из-за того, что коммерчески успешным картинам дают зеленый свет на сиквелы, триквелы, сериалы, спин-оффы. Да и хронометраж не всегда позволяет втянуться с головой. Чаще приятно опустошает вас книга, игра, может быть аниме или сериал. Виновники тому хорошо прописанные персонажи и качественная история. В кино должен перевесить чашу весов именно сюжет. Правильно расставленные эмоциональные качели и концовка, заставляющая зрителя продолжить думать во время титров, могут спасти самых обыкновенных персонажей. Начало и Остров Проклятых, например, с этой задачей справляются на ура.
На кого-то подействовал Интерстеллар, на кого-то побег из Шоушенка. В одних персонажей веришь, где-то история справляется, а где-то картину вытаскивает на своих плечах главный герой. Итог один. Печальное, но приятное чувство опустошения. Откуда же оно берется? Самый яркий пример – безвозвратная смерть любимого персонажа. Игра одиночная, человек не живой, но его смерть шокирует, оставляет внутри небольшой вакуум, заставляет ощутить на время одиночества, будто тебя оставили. What do we do? Естественно, это будет работать только если все было правильно срежиссировано. Характер передан правильно, времени и ситуации на то, чтобы привязать к персонажу, было достаточно. Но бывают такие сюжеты, что оставляют вас в точно таком же ощущении, даже без потерь среди героев. Вы словно остались одни. Вас вырвали из одного мира и вернули в другой, реальный. Вспомните то самое ощущение на выходе из кинотеатра. Солнечный свет, что бьет в глаза, другая температура, шум автомобилей. Если вы чувствуете этот контраст, будто проснулись от интересного сна, значит вас успешно погрузили в повествование. Создать такой меланхолично приятный исход для игрока – настоящее искусство. Но если сильно упрощать, дайте ребенку леденец на палочке, а затем отберите. Никто, конечно, не желает вам зла. Никто намеренно не заставляет вас рыдать, это получается произвольно. Но факт в том, что вы этот ребенок. В вашем сознании на протяжении всего прохождения строят опору. Насколько она велика и прочна, будет зависеть от умений геймдизайнеров, сценаристов и ваших собственных когнитивных способностей. Другими словами, в вашу функцию благосостояния нарочно впишут еще одну переменную. А точнее, это сделаете вы сами, вашей же рукой. И вы уже знаете, что произойдет, если одну из переменных вдруг убрать. В строй вновь вернется в вакуум одиночества. К тому же, чем вы более одиноки, тем ярче это ощущается. Что же конкретно происходит? Вас сильно привязывает к персонажам и событиям. Ярче всего это заметно, если вы полностью понимаете чувства и переживания героев, а также сами знакомы со складывающейся ситуацией. Дополнительный плюс, если вы можете провести параллели со своими друзьями, знакомыми или родными. Атмосфера в таком случае бывает достаточно напряженной, а вы с протагонистом вместе проходите через все уготованные сценаристами моральные испытания, прочувствовав их сложность. Если не сама игра, то персонаж должен стать вам другом, кем-то важным. Возможно, вы увидите в нем себя. Возможно, кого-то, кто вам хорошо знаком, или просто человека, чьи мотивы вам легко понять, и которому хочется помочь преодолеть все трудности. Чтобы игра оставила вас с чувством опустошения, дайте игроку тех, кого он бы очень хотел знать в своей жизни. Поставьте его в ситуацию, в которой он мог бы проявить чувство сопереживания. Убедите его, что вы как разработчик хорошо понимаете его внутренний мир и разделяете те же тревоги, сомнения, увлечения и моменты истинной радости. Найдите правильную волну, а затем придумайте достаточно уважительный способ попрощаться, когда ваше общее время подойдет к концу. Так вы сможете оставить одинокого человека, если не со слезами на глазах, то с долго не заживающей раной в душе, про которую он будет периодически вспоминать еще много лет, прокручивая хорошо проведенное в игре время. Позвольте отвлечь вас и попросить вспомнить дилемму вагонетки. Как вы ее решаете? Скорее всего, прежде чем перейти к окончательному ответу, в вашей голове происходит мыслительный процесс, где вы взвешиваете все «за» и «против», прикидываете сценарий, мешкаете, пересчитываете количество людей на путях. Даже если это займет от силы секунд 10. Так, очень дорогой вам человек или сразу несколько, но незнакомых? По каким путям? Или хотите остаться в незнании и не решать вообще? А как насчет того, чтобы перед тем, как вам зададут эту дилемму, вас за руку проведут по всей истории знакомства с этим дорогим человеком? Поначалу вы не слишком воспринимали его, затем прошли через разногласия, трудности, примирения. Уйдут часы на то, чтобы полностью вспомнить, как ваша привязанность друг к другу стала действительно крепкой. Речь о Last of Us.
Если вы уже прошли ее, то попробуйте осудить главного героя за его поступок. Да, Джоэл натворил дел, остался на долгое время с грузом в его душе и был вынужден самостоятельно справляться с этими мыслями. Но можете ли вы действительно осудить его? Каким бы страшным ни был выбор, не поступили бы вы точно так же? В конце концов, горький хэппи-энд ждал бы вас при любом раскладе. Но рады вы были именно тому, что выбрал Джоэл. А затем, после всех испытанных вместе эмоций, игра заканчивается. И теперь вам не хватает героев. Не хватает заботливого человека с сильным моральным компасом, как у Джоэла. Элли, которая буквально выросла у вас на глазах, как собственный ребенок. Death Stranding постепенно за множество часов геймплея, кат-сцен и писем делает всех тех персонажей, что добры к Сэму, несмотря на его характер, небольшой частью вашей жизни. Вы начинаете ждать Гильермо дель Торо с его нелепой походкой и странным поведением. Предвкушаете, когда же вам побольше покажут и расскажут про Клиффа, персонажа Мадса Миккельсена. Не стоит забывать и про тех, кто с вами на протяжении всего пути, Сэма и его Бридж Бэби. Ничего удивительного в том, что игра заставит вас скучать по ним еще до того, как начнутся финальные титры. Что уж говорить о компаньонах в Mass Effect и Dragon Age. Фанатам серии нравится сюжет, геймплей и мир, но большую часть печали от завершения очередной игры берут на себя напарники, вокруг которых крутится немало внимания. Бастион и Транзистор противопоставляют игроку всю умирающую вселенную. Вы не слышите и слова из уст главного героя, но их история, их решительность идти до самого конца, их стремление позволяют вам вжиться в игру, будто вы наблюдаете за хорошо выстроенным фильмом. Что говорить о самой противоречивой и нашумевшей игре последних лет – Киберпанк 2077. Вы можете говорить все что угодно про баги, сырой вид, множество вырезанного обещанного контента, низкую сложность, но если вы прониклись ей и прошли до конца, скорее всего, она стала одной из самых запоминающихся игр в вашей жизни. Вы ненавидите персонажа Киану Ривза добрую половину игры, пока не обнаруживаете себя улыбающимся его шуткам, сопереживающим его чувствам. Вам нет дела до бестии до тех пор, пока она не откроется вам как человек, а не фиксер. Все, кого вы встречаете на своем пути, оставляют свой след. И какое пустое пространство остается в душе, когда все они остаются позади. Возможно, вы бы хотели провести еще одно лето с Делайлой, пройти все тестовые камеры с Глэдис, послушать еще раз Лютика, выговориться Джилл, выпить с Джуди, посидеть под гитару Джоэла. Но все они уже давно позади. Все приключения, что вы пережили вместе, больше никогда не продолжатся. Остались только воспоминания. А больше всего этот момент хочется заполнить появившееся пустое пространство настолько же хорошими людьми и сгладить такую, казалось бы, незначительную, но утрату. Dark, come to me, the night is long. Sing for me, I'll sing along. Sing for me, oh sing for me. Sway with me, we'll make them scream. Dance with me, we'll make them bleed. Sing for me, I'll sing along. Sing for me, oh sing for me. Listen, do you hear it? Listen, do you feel it? Do you hear it? Listen, do you feel it? Listen.
получится, мне никуда идти. Посидим здесь еще немного, дружище. Посидим, мой друг. Мы были свидетелями, и не однажды, виновниками судьбоносных событий. Теперь же, после стольких трудов, нам полагается отдых. Да, полагается. На этом сделаем перерыв. Зайду издалека. Это мой последний мир в одиночном режиме Майнкрафт. Последний, скорее всего, навсегда. Мне не было интересно играть в полную песочницу, потому этот мир, как и предыдущие, создан в хардкорном режиме, где есть лишь одна жизнь. Миру уже около 4 лет. Чаще всего я заходил сюда пару раз в неделю, бывал и реже. Иногда отсутствовал здесь месяцами. Но каждый раз я возвращался посидеть часок-другой за монотонной деятельностью вроде копания шахты. За это время в жизни произошло многое, а игра на самом деле так и не надоела. Последним проектом стал вот этот круг – город в небе. Здесь уже намечены дома, улицы, фермы, но он так и не был завершен. Не уверен, что и будет. А последний одиночный мир, похоже, навсегда был заброшен. Что произошло? Если игра не приелась, какой смысл бросать все на половине пути? Заглянем в другой мир, поскольку ответ будет ждать нас там. Когда я только появился здесь, на месте была деревня из пары домов и пустая равнина. Сейчас долина превратилась в городок, окруженный кольцом леса, высокой стеной, руинами башни на горе. Здесь вы найдете как пшеничное поле внутри, так и цветочные холмы снаружи. Пустырь превратился в самое уютное место на земле, потому что я уже был не один. Началось все с того, что человек спросил меня, как я могу играть в хардкорном режиме так долго и не построить чего-то глобального. А затем внезапно попросил скинуть файл мира, заглянуть туда ради интереса. После обхода всех достопримечательностей экскурсия завершилась на парящем городе. «Зачем он тебе? Ты же был здесь один. Кому в нем жить?» – спросил человек. Так мы начали новый мир вместе. Да, я бросил свой последний мир в одиночном режиме ради мультиплеера. Все настолько просто. Теперь стоит лишь один вытекающий из этого вопрос. Почему? Помните, мы говорили о детях в онлайн-проектах? Детям тоже нужны опоры в жизни. И самореализация через игры не такая уж и редкость на нашем веку. Сложно поспорить, что через Майнкрафт многие люди самовыражаются. Но, учитывая то, как спокойная и размеренная эта популярная песочница, подходит она на самом деле всем возрастам. Творить в ней способен кто угодно. Когда все ступени пирамиды потребностей на месте, мы в комфортной обстановке и уюте обращаемся к вершине, творчеству, в том или ином его проявлении. Выжигаете по дереву, создаете 3D-модели, пишете музыку, проходите сложные игры на платину, выращиваете необычные цветы, рисуете, красите или возводите архитектурные чудеса в Майнкрафте. Неважно, любой приятный досуг или творчество – это хорошо. Когда вам нравится процесс, это великолепно. Когда вы остаетесь довольны результатом, еще лучше. Но есть кое-что, иногда даже перекрывающее все предыдущие эмоции по яркости. И это возможность делиться. Замечали, как люди, серьезно занимающиеся своим телом, любят фотографироваться перед зеркалом? Как художники загружают в социальные сети еще даже не готовые работы, а наброски на ранних этапах? Было ли такое, что, победив целую команду в игре, вы сожалеете, что не записывали в этот момент видео? Помните, как мы говорили о том, что онлайн-шутеры сейчас более социальны? Они за колонну. За кран. А, нет, это Pathfinder. Извините. Одним из гениальных маркетинговых ходов Overwatch была возможность скачивать и загружать ваш момент матча на YouTube. И даже без видеохостингов люди с самой беты наслаждались функцией повтора яркого события.
Пока шутер не приелся, игроки с радостью оставались посмотреть на момент матча и после проголосовать за самого полезного тиммейта. Это было приятно. И не обязательно из-за одобрения. Нет-нет, люди далеко не всегда хотят делиться чем-то из-за одного только всеобщего одобрения. Вы с радостью могли бы остаться на тот же самый момент матча ради, например, ситуации, где подставляете всю команду смеха ради. Kill 2 people, yes! Разве не приятно оказаться на победном экране в батл рояле, хотя никто из соперников, что вообще остался наблюдать, явно не будет от вас в восторге, скорее расстроится, что не он на вашем месте. Но вам-то понравится. Вы рады поделиться победой. Хотят они того или нет. Но, безусловно, видеть положительную реакцию на то, что вы сделали, иногда выше прочих наград. Как бабушки, что живут в деревнях и занимаются своим хозяйством, а под осень делятся с соседями. Раздать большой урожай яблок, подарить пару кабачков, вручить родным банки с оленями. Это все тоже своего рода творчество. Это приятно делиться плодами своего труда. Каким бы этот труд ни был. Если в вашем случае это уютный большой дом в кубической песочнице, почему нет? Конечно же, очень сложные, точно выверенные серии убийств в Dishonored — это приятно. Но еще приятнее, если кто-то увидит со стороны и оценит твои навыки, реакцию, усидчивость, поставив лайк на ютубе, например. Ведь лайк — это тоже приятное социальное взаимодействие. В упомянутом ранее Death Stranding культура одобрения труда выражается наиболее ярко. За все время одних путешествий вам по пути будут встречаться облегчающие жизнь постройки, транспорт других игроков. Причем даже с аватарками и подписями никнеймов. Дорогу через локации строите вы также не в одиночку, а вливаете в автотрассу ресурсы совместно. Делаете у других запросы на помощь с материалами, возвращаете чужие потерянные грузы и взамен получаете эмоции. Спрятавшись от дождя под вышкой, перейдя реку по чужому мосту, использовав чей-то удобный трос, вы можете остановиться на пару секунд и поставить лайк в благодарность. И то же самое сделает другой человек, получив помощь от вас. Пусть вы друг друга даже никогда и не увидите. Повторюсь, совместное переживание схожих эмоций имеет свойство резонировать. Когда вы делитесь эмоциями и получаете отклик, это почти всегда улучшает ваше настроение. Расскажите о том, как вам запала в душу концовка любимой игры. Покажите, сколько сил и времени вы вложили в свой мегаполис в градостроительном симуляторе. Чем раздосадовал геймплей и насколько релиз долгожданной новинки не оправдал ваших ожиданий. Разве вам не будет приятно выговориться, посмеяться вместе, показать свои отточенные навыки или услышать точно такое же непопулярное мнение, что и у вас? Все это недоступно с одиночеством. С намеренным уединением, конечно. Всем нам необходимо отдыхать и бывать наедине с самими собой. Но лишь когда вам это нужно. Когда вы не боретесь за свою жизнь, когда все ваше время не направлено на важные вещи, связанные, например, с выживанием, вы все же можете посвящать себе каким-то одиночным развлечениям, досугу, учиться музыкальным инструментам ради себя, рисовать ради себя, играть в соло в MMORPG, что угодно. Ни с кем не делиться впечатлениями, мнениями, мыслями. Так действительно можно жить. Но будет ли это счастливой жизнью? Перед тем, как поставить точку, затронем последнюю тему, требующую рассмотрения. Подумайте о сохранности груза. Да и о своей пятой точке тоже не забывайте. Во время очередной ежегодной конференции, посвященной будущему массовой мультиплеерной игры Black Desert, прозвучали слова, которые не должны вызывать смех и раздражение. Тем не менее, они вызывают. У меня нет друзей. Мне не с кем собрать группу из еще 2-4 человек, которые могли бы встать за пушки на моем корабле в морском приключении. Потому, посовещавшись, мы придумали механику, позволяющую игрокам сократить экипаж своего судна до 1 человека. Теперь с практически всех кораблей вы сможете стрелять на ЛКМ и ПКМ самостоятельно, без помощи других игроков.
Почувствуйте разницу между тем, какими морские бои задумывались и какими стали. В первом случае 4 человека стоят за пушками, 1 за штурвалом и 1 на мачте для лучшего обзора ситуации. Потенциально можно было бы брать корабли даже на абордаж с таким-то количеством. А в свободное от боев время все рыбачат, что-то сушат, чинят мачту, заготавливают материалы, высматривают монстров, болтают в конце концов. Во втором случае корабль пуст. Вы все время проводите за штурвалом. Иногда, кликая на левую и правую кнопку мыши, у вас некого и неким брать на абордаж, не с кем обсудить что-то в чате. А когда встретите противника, то это будет не группа выкрикивающих смешки и оскорбления пиратов, а такой же одиночка. Вы понажимаете со стороны друг друга ЛКМ до победы, и на этом все. В гильдии, в которой я состою, произошел случай. Прямо посреди океана в битве столкнулись 2 галеры. Наша, идущая примерно с 7 людьми на борту выполнять квест, и чужая, возвращающаяся домой, набитая 10, если не больше, противниками. Количество не решило. Зато решила прочность судна, которая была у нас на тот момент гораздо ниже. В итоге мы остались плавать среди обломков. В чем причина стычки? Ни в чем. Людям на другом корабле было бы весело увидеть, как мы тонем. Ровно так же, как и нашей гильдии было бы приятно поглумиться над идущими ко дну оппонентами. Слово за слово, оскорбление за оскорбление, и оба сообщества объявили друг другу официальную войну. Войну настолько длительную, что шли целые годы, а мы продолжали при любой случайной встрече ловить друг друга, убивать, подставлять, унижать. Сменились пара поколений активных игроков. Почти никто уже не знал, почему мы воюем, почему поливаем друг друга грязью и топим в нейтральных водах. Мы шутили над противниками, смеялись, рассказывали глупые истории, связанные с ними. Все это настолько потеряло контроль, что война завершилась только после того, как враг попросту расформировал гильдию ввиду разных внутренних вопросов. Вот к чему приводят обычные, простые социальные взаимодействия, как сходить большой группой на одном корабле. Это немного сложнее, это может быть дольше, но это делает игру не скучной. Это добавляет ей разнообразия. Ты мог пойти и в одиночку и просто таранить противников и монстров. Этого было достаточно. Но веселее это было в группе, с гильдийцами. К чему вся эта история? К новому тренду – потаканию одиночеству. Разработчики ныне рассмотрят статистику о количестве игроков-одиночек и пойдут им на уступки, чем приложат усилия к объединению таких людей. К тому, чтобы сделать мультиплеерный проект, направленным на взаимодействие с другими искателями приключений. Снимать лазучки, никто не знает. Снимайте видосы, как мы ползем. Да спалили вас уже давно. Потом ползаете тоже. Не надо, нахера ты, Кирилл, стал, блядь, ляж, заебал. И ползком полз. Либо ебошить Стивов, нет, ползают они. Давайте все в одну точку, короче, чтобы думали, что это один. Да, ты тоже ползешь, слышь, ты на меня сзади не наползай, давай. У меня нет друзей, это не должно становиться недвижимым объектом на пути. Я устал, да, пожалуйста, почему нет? Другое дело, хорошая причина, но у меня нет друзей, да, даже если человека сковывает стеснение, игра должна побуждать или хотя бы показывать то, что поиск группы есть, или то, что другие люди, с которыми можно организовать небольшой график, когда вы свободны, чтобы это вошло в приятный ритуал, стала традиция, которую можно будет вспоминать в будущем. И это касается не только одного конкретного случая. Все, кто играл в ММО чуть более старой школы, чем нынешняя, должны понимать, насколько сильно разработчики ныне стараются отказаться от системы классов. Это звучит как стереотип, вышедший из World of Warcraft или Dungeons and Dragons, что в вашей группе должны быть защищающий всех танк, хрупкий, но вносящий огромный урон убийца, лекарь, герой поддержки и, может быть, специализирующийся на более тонких задачах маг. Вы никогда не были полностью равны. Вы выполняли каждый свои задачи. У вас была роль. И не последнюю роль в этом играет то самое потакание одиночеству. Это попросту коммерчески выгодно ставить всех в полностью равные условия и провозглашать полностью независимость всех и каждого. Вы даже, может быть, слышали то, что это снижает некую токсичность. Ну, знаете, геймеры. Это великолепно, что теперь не нужно искать единственного на сервере условного паладина-хиллера, а без него начать рейд безумно сложно.
Но в этом и суть классов, суть роли. Каждый ценится и ценится по-своему. Саппорт может получать удовольствие от постоянной похвалы и благодарности за спасение. Танк может чувствовать свою важность и то, как на него направлены все взгляды, когда он держит на себе всю непомерную вражескую силу. Дэмэдж-дилер наслаждается постоянными небольшими победами над отдельными врагами. И наоборот. Убийца может оскорблять своего лекаря за каждую провинность. Лекарь может тыкать своего танка носом в то, что он подвергает остальных опасности из-за своего неумения, а танк будет криками подгонять того, кто должен наносить урон, тем, что количество противников не уменьшается. И это неплохо. Это благо. Это разнообразие. Это контраст, при котором вы можете еще сильнее ценить более подходящих вам союзников. Это все социальные взаимодействия. Да, вам будет сложнее играть одному, но в этом и смысл. У каждого свой геймплей, и когда надоест один, вы сможете опробовать другой, почувствовать себя в другой роли, общаться по-другому, испытывать отличные от предыдущих эмоций, не меняя игру. Вы можете взять от каждого класса по чуть-чуть, на словах звучит неплохо. Будто вы настраиваете персонажа под свой стиль и характер. Немного лечения, немного брони, чуть дальнего боя и на всякий случай ближний бой, плюс навыки контроля и передвижения. Вуаля, вам больше никто не нужен. Вы способны играть один, без чьей-либо помощи, а главное без коммуникации. Ролевая система легким взмахом руки разработчика становится системой баланса. Роли сменяются исключительно метой отдельных персонажей и солянкой из набора навыков. Но подождите, не стоит так сразу винить индустрию. Компания лишь делает то, чего хочет игрок, а людям обычно гораздо приятнее видеть себя выше остальных. Быть главным героем, что без чьей-либо помощи поднимается на вершину горы. На самом деле, оба варианта важны. И работа в группе, и возможность идти независимо от остальных. Ответ кажется очевидным. Необходима сама возможность выбора. У нас не всегда есть желание быть в компании, мы об этом уже говорили. Потому игрокам и важна возможность в любой момент стать более универсальным солдатом, нежели деталью большого двигателя. Есть прекрасные примеры, где этот принцип соблюден идеально, но есть и те, кто просто готов потакать соло-игрокам, не давая нормального функционала пати-контенту или урезая геймплейные взаимодействия между союзниками. Не лучшая ситуация обстоит и там, где совместные приключения никак не продвигаются как альтернатива, хотя именно в них порой и таится лучшая часть. Целый пласт игроков бросают игру на половине пути, потому что не знают, чем заняться, что делать, к чему стремиться, а совместный контент попросту не видят, потому что мультиплеерный проект решает пойти по пути поощрения одиночек. Вот мы и вернулись к слову «скучно». Игра должна ставить перед вами выбор, где вы можете отдыхать без лишних глаз и голосов, либо объединяться с кем-то и делиться друг с другом эмоциями, мыслями и достижениями. Куда? С ней все нормально. Иначе вам станет скучно. Вы человек, и у вас есть постоянно меняющиеся потребности. Если вам надоела командная работа, вы можете сделать перерыв, словно остановившись в оазисе на передышку. Как говорят, насладиться тишиной. А вот когда вашему одиночеству потакают, вас в итоге настигнет не только скука. В обоих вариантах нет ничего хорошего для разработчика и издателя. Не со всеми это работает именно так, но без нормального выбора часть игроков гораздо раньше покинет проект. В особенности, если это касается дефицита общения. Разум сам будет препятствовать потенциальной социальной дезадаптации. А во времена кризисов и раздоров одиночество сказывается на ментальном состоянии еще сильнее, чем обычно. Сейчас стресс, неопределенность и туманное будущее у многих на уме. И легче всего справляться с ним, когда вы с кем-то. Потому что, накручивая тревожные мысли, можно не заметить, как собственный разум становится врагом. В начале века не у каждого был сотовый телефон. Сейчас далеко не у всех есть домашний, а коммуникация с другими людьми стала настолько простой, что нет необходимости даже набирать номер. В нулевых поток информации из экрана был по большей части односторонним. Теперь обратная связь с источником или посредником стала обыденным явлением. Городской человек нашего времени нуждается в общении, даже если оно является чем-то вроде фона, как включенное во время еды видео. Одиночество никогда
не было главной проблемой всего человечества. Однако в любой момент может стать вашей личной. В этой борьбе мы все в неравных условиях, потому что этих самых условий и обстоятельств у каждого несчетное количество. Но никто не обязан проводить жизнь в изоляции, справляться с проблемами в одиночку. Кому-то приходится очень тяжело, кому-то все эти слова чужды. Но как бы ни сложилась ваша жизнь, с ним нужно бороться, иначе спустя десятки лет вы рискуете обернуться и понять, что могли прожить их гораздо легче и веселее. Потому что никто в этом мире не обязан ощущать на себе вес одиночества.